Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылка с сайта AliExpress. Пришла посылочка, значит, из России в Беларусь, почта SDEC. Здесь заказал, редко когда заказываю товары ради спортивного интереса, но здесь заказал болгарку. Болгарку, опять же, от Heimerdinger. Итак, нас встречает инструкция. Тут все у нас на английском языке. Как всегда, макулатура макулатурой. Ничего такого здесь даже не сказано и не указано. Значит, почему меня она подкупила? Потому что было указано на странице магазина, что она, да, вот здесь и в инструкции тоже, что она, друзья, у нас 8000 оборотов холостого хода. Вот оно есть. Опять же, не указано эти обороты на двигателе, либо это обороты на диске, поэтому мы с вами все проверим, все сверим и посмотрим, так ли это на самом деле. В комплекте имеем ключик. Ну, ключ как ключ, ничего тут сверхъестественного нет. Имеем защитный кожух. Типе подобие, как на моей прошлой болгарке. Почему им не сделать такой кожух, как на брендовых болгарках, допустим, как на Bosch? Имеется рукоять. Рукоять тоже. Обычная пластиковая ручка, без вот этого вот ограничителя, без этой юбочки, что тоже, я считаю, ну, как бы минусом. Хотя я, друзья, ей никогда не пользуюсь. Пользуюсь рукоятками только при работе с большими УШМ. Ну и вот у нас сама болгарка. Взял тушку, так как аккумулятор у меня уже есть и от старой болгарки подходит. Подходит, друзья, от Makita, и аккумулятор у меня есть от гайковерта Heimerdinger, на который тоже есть обзор. Все можете посмотреть на канале. Аккумулятор просто зверюга. Я его, друзья, не тестировал, но скажу по опыту работы, а я его погонял уже не один цикл, не один раз. То есть держит заряд отлично. И пользуюсь я гайковертом очень длительный промежуток времени, не подзаряжая данный аккумулятор. Так, ну что, смотрим, что у нас да как. Итак, у нас Heimerdinger 18 вольт. А здесь у нас указано от 0 до 6000. Вот вам и здрасте. То есть по всем характеристикам у нас идет 8000, а здесь от 0 до 6000. Это мне уже, друзья, как бы не нравится. Болгарочка у нас заявлена Heimerdinger LB168. Brushless, то есть бесщеточный двигатель. Рукоятка удобная, хват хороший. Все шикарно, отлично. Пока мне нравится. Значит, на корпусе у нас имеется две клавиши. Посмотрим, что да как. Стоит, видим, светодиодик для подсветки. Не знаю, будет ли он работать. Вот честно скажу, получил, положил. Просто еще даже ни разу не включал, не проверял. Видите, она вся чистенькая. Ни разу не была в работе. Хотя пришла уже, по-моему, неделю назад. Или сколько уже. Еще как-то нету времени. Весна, огороды, работы и т.д. и т.п. Гаечка выполнена, в принципе, нормально. А вот ответная часть без вот этих вот насечек, видите. Просто гладкая, как в самых дешевых китайских болгарках. У той же болгарки, которая была у меня на обзоре, которой я пользуюсь по сей день, даже есть здесь насечки. Вот, друзья, кому интересно, какой стороной я ставлю диск и почему так, вот видите, здесь есть канавка. И в этой канавке в брендовых болгарках должно лежать демпферное резиновое кольцо. Вот, поэтому, кому интересно, как правильно ставить диск, какой стороной, перемотайте пару видео назад, и вы посмотрите, что я об этом думаю и где я это взял. Так, с этим более-менее понятно. У нас имеется редуктор. В принципе, тут больше никаких опознавательных знаков ничего нету, кроме фирмы Heimerdinger. Довольно удобная кнопка фиксации диска при зажатии. Ну, все нормально. Ручка прорезиненная. Вот это все черное. Это все, друзья, резина. Опять же, по хвату все удобно. Так, гайку я снял. Давайте мы включим с вами аккумулятор.
Посмотрим на болтанки. Болтанок вообще, друзья, нет. Все, видите, тихо, классно. Все отлично. Этот хлястик, не знаю, будет, наверное, мешать при работе, хотя, может, и не будет. Кому как удобно. Можно где-то подвешивать даже наш инструмент вот прямо на какой-то стеллажик. Так, ну что, давайте мы сделаем с вами такой небольшой тестик. Первым делом взвесим наш инструмент без аккумулятора. Что нам он покажет и как он нам покажет. Так, надеюсь, вам данные видны. Кладем на весы нашу болгарочку и получаем 1222 грамма. Килограмм 200, грубо говоря. И теперь давайте с 6-амперным аккумулятором. То есть многим людям очень важен вес, поэтому я стараюсь продемонстрировать вес данной болгарки. 2 килограмма 72 грамма. Ну, это еще плюс гаечки, плюс защиту давайте добавим. И давайте добавим отрезной диск. Хлоп. И у нас получается почти 2400. 2373. Вес, не скажу, что маленький. Вес приличный, друзья. Так, с этим определились. Весы нам больше не нужны. Теперь я хочу, друзья, пока суд до дела, давайте я поставлю защиту. Вот очень мне не нравится такого плана, друзья, защиты. Очень не нравится, но будем с этим мириться. Возьмем наши отверточки и закрутим нашу защиту. Посмотрим заодно, как сидит. Да, немножко мне не нравится, что вот видите, длинный винт, она упирается, и поставить защиту так, как, допустим, я люблю работать, не получается возможным. Ну ладно, держится и держится. Ставим наш круг отрезной. Опять же, друзья, какой стороной правильно ставить, вернее, по крайней мере, я ставлю, и откуда я это взял, можете посмотреть на канале, отлистав там 1 или 2 видео. Не так давно я делал этот обзор. Смотрел эти обзоры людей. Идут большие споры о том, как же ставить правильно. Так, давайте сделаем по всем правилам. Подожмем ключом. Хотя, опять же, ключом, друзья, я редко пользуюсь. Все, поджали ключиком. Значит, что я хочу сделать? Мы сейчас с вами промеряем обороты и посмотрим, кто прав. Наша этикеточка на болгарке 6000 указания, либо данные, которые на сайте магазина. Берем лазерный тахометр, берем нашу отражаечку. Вот так это все дело выглядит. Я кусочек оторву. Ага, попробуй оторви. Так, кое-как, друзья, я оторвал кусочек нашей отражайки. Клеим ее на диск. И что, попробуем тестировать обороты. Давайте вот таким макаром, я думаю, вам будет видно. Так, и включим для начала просто включим болгарку. Посмотрим, как это все дело у нас работает. Так, это у нас такие обороты. То есть это первая скорость. Вторая. 2 скорости, друзья. Посмотрим, фонарик включается или нет. Да, включается у нас фонарик, подсветка. Как увидим, включается наш фонарик, подсветка. То есть все классно, четко, шикарно. Так, еще давайте перед замером оборотов я сделаю такой вот тестик. То есть в каждой болгарке, нормальной болгарке, ну, в брендовых старого образца их, конечно, нету такой защиты. Должна быть защита, то есть включили мы нашу болгарочку, положили куда-то на хранение, потом пришли, забыли, что мы ее включили и врубили аккумулятор. И нам может рубануть руки. И вот посмотрим. То есть болгарка сейчас не должна сработать. Давайте я вам показываю. Все. Видно, что у нас включена, но круг у нас не вращается. Для того, чтобы включить, вырубаем и опять включаем.
Все у нас работает. Так, все, давайте тестировать наши обороты. Давайте таким образом это все будем делать. Врубаем. Итак, друзья, первая скорость 5000 оборотов. Надеюсь, вы видели. Теперь у нас вторая скорость. Надеюсь, видно было, друзья. 6000, грубо говоря, с половиной оборотов. 6500, 6343. Вот, это обороты холостого хода, но как ни крути, здесь обороты немножко выше, чем в нашей предыдущей болгарке. Вот, немножко меня это уже радует, так как в предыдущей болгарке просто не хватает оборотов. Хотя все режет отлично, кто-то не писал в комментарии, при малых оборотах высыпается диск. Друзья, диск высыпаться не будет, если вы, конечно же, умеете всем этим пользоваться, резать и т.д. и т.п. Ну и, конечно же, надо обращать внимание на качество диска. Дисками я пользуюсь практически всю жизнь. Лугоабразив, мне они просто устраивают. Режу в основном 0,8 единицей. Для нашего эксперимента был взят круг единичка толщиной. Вот как-то так. Так, что я хочу сейчас, друзья, сделать? Сейчас я хочу первым делом снять аккумулятор. Хочу открутить редуктор, как всегда я делаю, и посмотрим, как там все устроено, есть ли там у нас смазка. Ставлю, друзья, на паузу, откручу редуктор и посмотрим, что да как у нас делается внутри. Поехали. Итак, друзья, открутил я редуктор. Вот, винтов у нас нету. И давайте смотреть, что да как у нас тут устроено. Вот, тоже видим, смазки достаточно. Червячок у нас этот вот забит. Все отлично, красиво. Сделано, кстати, по принципу, я недавно разбирал, бошевской болгарки. То есть также все дело закручено гайкой М6 под ключ на 10. Вот, и подшипник у нас входит в это колечко. Ну, тоже, в принципе, как и в предыдущей болгарке, буквально 3 мм посадки. Вот, кстати, разбирал я бошевскую, то же самое, там подшипник просто, ну, точно так же все сделано. Даже вот этот вот, наверное, скопирован все-таки с Боша или захват воздуха. Или откуда, или с Макиты какой-то. Вот, я думаю, все посмотрели. Ладно, друзья, собираем. Собирать буду уже немножко по-другому. Вот у нас стало, как я всегда говорю, мне удобнее работать, когда выключатель у нас сверху, то есть взял в руку, включил, и поэтому я делаю следующую манипуляцию. У меня со всеми болгарками такая манипуляция. И собираем на место. Значит, ребята, собрала на место, прикрутил наш редуктор. Вот, и еще вот этот вот шум намного меньше, чем шум моей предыдущей болгарки. Ну, а теперь нам остается пойти, так сказать, сделать какой-нибудь контрольный рез. Посмотреть, как она будет резать металл, станет, не станет, сломается что-нибудь или не сломается. Ну что, вперед на улицу, либо в гараж, не знаю, куда там, что буду резать. Наверное, возьмем тот старый кусок железа из прошлого обзора, прошлой болгарки, и попробуем его тоже резануть. Металл там был 40 на 16 мм, то есть довольно массивная железяка. Погнали! Итак, ребята, будем резать мою старую болванку из прошлого видео, ширина которой 40 мм и толщина которой 16 мм. Ну что, ребята, погнали. Первым делом фиксируем нашего подопытного. Вот так. Надеваем средства защиты. Старенькие, грязненькие. Ну что, погнали.
Да, резать будем сразу на второй скорости, ребята. Вот, друзья, наш кусочек. Надеюсь, видно. Все отлично отрезалось. Смотрим сразу на износ круга, друзья. То есть круга у нас пошло на такой довольно массивный кусок металла. Плюс, что нехватка оборотов во всех этих аккумуляторных болгарках немного. Круг использовали миллиметровый. И теперь попробуем, ребята, знаете, что сделать? Попробуем пошлифовать. В видео, наверное, были такие выбросы, и было слышно, хотя, наверное, все это видео ускорю. Оп, пардон, не той стороной. То есть на болгарку я давил, и было слышно просадка, друзья, оборотов. Посмотрим, справится ли наша болгарка вот этот шлиф-круг с этой вот довольно старой и плохой поверхностью. Итак, поехали. Будем тоже на второй скорости. Давлю сильно. Я думаю, достаточно. То есть за такой короткий промежуток времени вот, мы добились такого, можно сказать, зеркальной поверхности. Но металл, опять же, старенький, ржавый. Там, вот видите, глубокие сильно поры. Все это дело у нас, конечно же, осталось. Это нам надо шлифовать подольше. А так, за такой короткий промежуток времени вполне себе даже класс. Тем более вы видели, что я придавливал ее. То есть на шлиф-круге на этом, на зачистном лепестковом, болгарочка у нас не становится. Как я всегда говорю, вполне имеет право на жизнь. Но опять же, ребята, по этим всем первым тестам судить о качестве и долговечности данной болгарки нельзя. Качество, долговечность покажет только время. Ну а пока, в принципе, у нас все с этими тестами мы закончим. Особо тут больше резать нечего. Некоторые писали мне в комментариях: сделай видео с количеством резов, сколько аккумулятор может выдержать. Друзья, во-первых, каждый для себя выбирает аккумулятор разный, будто 4, будто 6 часов. Во-вторых, каждый человек режет по-разному, давит по-разному на круг. В-третьих, использование инструмента разное. Один любит 0,8, как я, единичкой, а второй боится и ставит круг двоечку. Все это будет, конечно же, влиять на продолжительность работы одного аккумулятора. Значит, напоминаю, можете купить такую болгарочку просто тушкой, стоит сущие копейки. Можете заказать с любым аккумулятором. Там у продавца, по-моему, даже отдельные аккумуляторы есть. Или в комплекте. Все, ребята, на этом на сегодня закончены все наши тесты. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Всем огромного здоровья. Это конец. Это все.